Ривендell стал для меня самым значимым и любимым набором 2023 года. Причем в своем восторге я не один такой. Но что, если я скажу, что его можно сделать еще больше и в какой-то степени интереснее? Всего-то достаточно купить второй Ривендell, затариться еще 1000 деталей, а потом еще и собрать все это. Звучит муторно и места много занимает. Так я уже это сделал. И вон какая махина вышла. Давайте тогда уж подробнее взглянем на результат. А для тех, кто досмотрит до конца, подскажу, как сделать его еще больше. Но об этом практически в самом конце. Не забудьте про лайк и подписку, и про колокольчик, и про телеграм-канал. В общем, вы у меня умные, все и так знаете. А теперь к Ривенделлу, а точнее сказать, к Ривенделлу. И так немаленький набор теперь выглядит монструозно. И столько же места и занимает. Больше 10,5 тысяч деталей, как-никак. Стоит обозначить, где я его взял. Это инструкция с сайта Rebrickable, который уже пару лет. Ссылку я оставлю в описании. За инструкцию, кстати, поблагодарю моего друга. Джонни, если ты это смотришь, спасибо. Просто выкладывать инструкции – неуважение к автору. Так что, если вдруг кому-то захочется это повторить, подготовьтесь, это непросто. Набор остается модульным, поэтому после выставления, в моем случае на стол, можно будет упаковать его аккуратно на полочке. Правая часть не изменилась совсем, поэтому пока отставим ее в сторону. А вот левая, включающая в себя башню и комнату Бильбо, теперь разбивается на два огромных блока, каждый со своими особенностями. Итак, первая часть. Сразу оговорюсь, набор от Лего я буду называть оригинальным, чтобы не случилось путаницы. По сути, к первой части оригинального Ривенделла мы добавили еще одну такую же, только без башни и с деревом в основании. Дизайн полностью повторяет набор Лего, что вполне логично. Дерево также напоминает по технике сборки оригинал, за счет чего нет сильного расхождения во внешнем виде. Было бы странно здесь увидеть как условное дерево из Creator, так и продвинутый сложный дизайн. Тогда пришлось бы менять и остальные деревья. Такой вариант самый оптимальный. Внутри также все осталось таким же, только больше. В том числе и мебель. Все убранство встречается в оригинальном наборе. В данном случае то же самое, что и с деревом. Сидит как влитое. Второй вход сделан асимметричным и добавляет очень уютное местечко под деревом. Про все остальное я уже рассказывал в обзоре Ривенделла. Можете глянуть по подсказке сверху. Вторая часть уже куда более масштабная. И это уже не копирование какого-то куска, за маленькими исключениями, а полноценная самостоятельная часть эльфийского строения. Выглядит она необычно, особенно вживую. На картинке это было куда как скучнее. Все эти арки появляются то тут, то там, где-то соединяясь, где-то переплетаясь, и расходятся чуть ли не по всему корпусу, создавая причудливый узор. Чуть более грубый, чем, например, эта часть в оригинале, но гораздо больше. Да, и отдельные части крупнее. Например, эта лестница. Или балкончик. Он опоясывает почти всю модель, открывая неплохой вид на первый этаж. А вот по наполнению эта часть здания очень похожа на серединку оригинального Ривенделла. Те же принтованные детали в огромном количестве, те же стойки с картами и книгами, такие же стулья, как на совете. Большое внимание на себя притягивает крыша. На ней сделан неплохой скошенный переход, благодаря чему мы легко ее продолжаем первой частью.
Есть и спорные, на мой вкус, вещи. Например, вот эта башня. Ее основание, внутри которого расположен проход на второй этаж, сделано очень элегантно. Одни эти колонны потратили на себя кучу деталей. Но вот на втором этаже это просто прямоугольная комната с одиноко стоящей астролябией. К этой комнате нет прохода, и кроме упомянутой астролябии она полностью пустая. Да и сама башенка выглядит немного неказисто, особенно на фоне оригинальных, которые привнесли сюда без изменений. Зато крепление центральной, хоть оно и тоненькое и однообразное, неплохо передает элегантность эльфийской архитектуры. Помимо здания у нас есть 3 небольших дерева. Опять же, они ничем не выделяются и очень схожи с оригинальными, что, как я уже говорил, скорее хорошо. Какие же плюсы в таком расширении? Во-первых, это красиво. Во-вторых, это еще больше приближает Ривендell к киношному варианту. К сожалению, здесь все еще не предусмотрен подобный красивейший мост, но дополнительные элементы присутствуют, как, например, эта тоненькая башня или же эта часть с широкой крышей. Да и увеличение количества башен в 2 раза тоже улучшает набор. В-третьих, как я уже говорил, обновление не отстает от оригинального набора по проработанности, но и не опережает. Мы получаем целостный, единый Ривендell. Без минусов, к сожалению, также не обошлось. Некоторые части постройки пустоваты. Также в некоторых местах модель как будто не завершена. Например, в этой башенке подзорные трубы ничем не прикрыты сверху. Или же здесь орнамент на кровле внезапно ломается. И так было в инструкции. Это не мой косяк. Кстати, про инструкцию, в ней тоже есть несколько непоняток. Здесь, например, представлена редчайшая техника соединения деталей по воздуху. Ну, или на клей здесь не уточняется. И таких мест несколько. Где-то неудачно подобраны ракурсы, из-за чего деталей не видно. Или же косяк с орнаментом. Я думаю, что это именно косяк. Также вместе с инструкциями идет удобная подсказка. Список деталей, которые нужно докупить, если у вас уже есть 2 Ривенделла. И да, эта модель заточена сразу под 2 набора. Правда, не все недостающие детали в ней есть. Благо, я нашел их у себя, и таких совсем немного, но это также неприятно. Естественно, стоит отметить, что набор огромный. Не то чтобы оригинальный был малышом, и занимает именно большую площадь, что усложняет поиски полки под него. Это не плюс и не минус, а факт, с которым придется смириться. Ну и, конечно же, дорогой. Если брать 2 новых Ривенделла и детали, придется раскошелиться на $1200 и еще 30 на инструкции. Я немного сэкономил, так как брал второй Ривенделл без минифигурок, из-за чего его стоимость снизилась практически в 2 раза. Но все равно бьет по карману не слабо. Что же по итогу? Если у вас есть место, средства и желание расширить уже радующий вас Ривенделл, это определенно ваш вариант. Если же нет хотя бы чего-то одного, даже не вздумайте начинать, оно вас сожрет. Несмотря на небольшие косяки инструкции, работа проделана колоссальная. И автору мое глубочайшее уважение. Да еще и немало деталей останется от второго Ривенделла. Порядка 2000. Кому интересно сделать уже этот Ривенделл еще крупнее, да, для вас также есть еще расширение от того же автора. Добавляется горное основание. И после этого изображения текущая модель действительно ощущается немного плоской. Буду ли я это делать, еще не знаю. Может, в далеком будущем. И видео, конечно же, появится. Спасибо всем за просмотр. Если что-то еще интересно узнать про эту модель
спрашивайте в комментариях. Всем отвечу. Пока и удачи!